Всем привет! В этом видео мы с вами поговорим о том, как массово загрузить товары в наш Telegram-магазин. Мы будем разговаривать именно про импорт товаров через Excel. Для начала нам нужно зайти в импорт товаров. Здесь мы должны переключить вкладочку и перейти на Excel. Здесь у нас есть инструкция. Кликая на нее, у нас загружается окно с нашей инструкцией полностью. Мы попадаем вот на такую инструкцию. Здесь все детально описано, как у нас добавляются товары. Сейчас мы начнем разбираться, как это все работает, и я вам все детально покажу. Первое главное правило. У нас добавляются товары в отдельной вкладке «Добавление товаров», «Редактирование», «Удаление» и до другой вкладки. Очень важно, у нас есть два метода загрузки товаров. Когда у нас в магазин еще ничего не добавлено, то есть у нас нет созданных категорий, нет добавленных товаров никаких. И второй метод — это когда у нас уже есть какие-то добавленные товары. Мы разберем эти два метода, я покажу, чем они отличаются. Для начала нам нужно скачать шаблон Excel файла для импорта товара. Для этого мы кликаем сюда, и у нас начинается загрузка. После того, как мы скачали наш шаблон, мы получаем вот такой вот файл. У нас здесь есть лист с категориями и лист с продуктами. Если мы откроем нашу инструкцию, то в нашей инструкции мы найдем вот такую вот таблицу. В этой таблице у нас есть название столбца. Обратите внимание, что название столбцов в Excel таблице ни в коем случае нельзя удалять. Это относится к двум листам, как к категориям, так и к продуктам. Дальше. Мы видим, что означает каждый столбец, насколько это поле обязательно к заполнению, пример заполнения и что будет, если это поле не заполнить. Начнем с самого начала. У нас есть раздел «Категории». Это уникальный идентификатор категории, который будет использоваться для связи системы с другими категориями и товарами. Parent ID — это ID родительской категории. Как это работает? Для начала, когда у нас в магазине нету ни созданных категорий, никакого загруженного товара, то все эти ID-шники мы должны придумать сами из головы. Главное, чтобы они в нашей Excel-табличке никак не совпадали. Смотрите, я придумал категорию, дал ей ID-шник 101, эта категория называется «Мужская одежда». В мужскую одежду я хочу поместить категорию «Обувь». Тогда я создаю категорию с ID-шником 102. И для того, чтобы у нас в мужской одежде была подкатегория «Обувь», я сюда ставлю ID-шник моей главной категории. Соответственно, дальше. Я создаю новую категорию «Туфли». Теперь я хочу, чтобы туфли у нас входили в обувь. Тогда родительскую категорию я ставлю с ID-шником 102. Кроссовки я тоже создаю рандомный ID-шник. И кроссовки у меня будут входить тоже в обувь, и я и ставлю ID-шник 102. Брюки у меня будут входить просто в одежду, в мужскую, и я и ставлю ID-шник мужской одежды. Подарки у меня будут находиться без родительской категории, это будет просто отдельная моя категория. А аксессуары у меня будут входить в мужскую одежду. Поэтому я ставлю их сюда. Смотрите, эти ID-шники вы придумываете сами, я еще раз уточняю. После загрузки товаров в нашу систему эти ID-шники будут изменены на системные. Позже я это объясню, как это будет использоваться. Дальше что мы делаем? Мы переходим на лист продукты, когда мы уже создали все категории. Нам нужно обязательно выставить категорию, к которой будет относиться наш продукт. Без категории у нас не может быть загружен товар. Вот здесь у нас написано, что категории — это обязательное поле. Что такое Product ID? Product ID — это уникальный ID товара в системе. Он используется для редактирования. Product ID указывать не обязательно. При создании Product ID вы можете указать рандомный ID-шник, который будет потом заменен на наш системный ID. Product ID используется для того, чтобы связать один товар с другими товарами в рекомендациях. То есть, например, у вас есть iPhone, а вы к этому iPhone хотите, чтобы у него в рекомендациях был чехол для iPhone, зарядка для iPhone и еще что-то. Это все будет связываться во вкладке «Рекомендуемые продукты». Вот сюда мы вбиваем наши продуктовые ID. Вы их можете не создавать, но я его создам, я его впишу просто для наглядности, для примера. Что такое Group ID? Переходим в нашу инструкцию. Group ID — это ID-шник группы товаров, используется для вариации. То есть все товары с одним Group ID считаются вариацией одного товара. Если у вас товар без вариации, вы можете его не вводить. Если у вас товар с вариациями, вам его обязательно нужно ввести, чтобы система поняла, что это поле относится к одному товару. Итак, переходим далее. Мы придумываем тут ID-шник, заполняем. Vendor code — это артикул наш. Если у вас есть артикул, то вы можете его написать. Если у вас нету, вы можете его не вписывать. Название продукта. Тут у нас тоже в названии продукта есть определенные ограничения. Смотрите, у нас есть до 100 символов. Потом description продукта. Его можно использовать в виде форматирования текста HTML для тех, кто умеет и владеет этими навыками. Это чтобы указать жирный текст, курсив, либо какое-то подчеркивание. Либо вы можете его написать
простым шрифтом. Это тоже обязательное поле. Вот так вот у меня есть кожаные кроссовки, это название, а это описание. Дальше мы должны указать тип товара. Смотрите, переходим на новую инструкцию. У нас есть тип товара физический, есть цифровой товар по типу он один товар для всех. Например, мы продаем PDF-файл, и он у нас один для всех, мы его просто выдаем. А есть digital индивидуальный продукт, то есть это цифровой товар каждому отдельному клиенту. То есть, например, уникальные промокоды мы раздаем. И каждому человеку будет раздаваться свой уникальный промокод, либо какой-то уникальный цифровой ключик к товару. То есть мы должны выбрать тип товара. Это у нас физический товар. Следующая вкладка Digital Sales. Значения в этих ячейках будут отправлены покупателю после оплаты цифрового товара. То есть в этой ячейке мы вводим то, что мы выдаем нашему покупателю после того, как он оплатил цифровой товар. Если это физический товар, то мы ее оставляем пустым. Так как у нас сейчас физический товар, то мы ее оставляем пустым. А здесь это единица измерения продукта. Это может быть штуки, литры, килограммы, наборы, комплекты. Если вы ее оставите пустой, то у вас по умолчанию будет все измеряться в штуках. Следующая ячейка — это цена. Цена, которая сейчас есть у продукта. Вот эта цена будет со скидкой. То есть это будет называться как будто старая цена. Если я здесь напишу 70, у меня будет здесь 70. То есть это будет типа $100 старая цена, тут будет стоять $70, это будет новая цена. Если я хочу указать скидку в процентах, то я могу здесь указать просто число 10. Тогда у меня будет указана скидка 10%, и 10% будет рассчитываться от вот этой цены, и будет указана скидка. Я поставлю здесь 70. Дальше здесь мы задаем фотографии. Обратите внимание, что фотографии у нас должны задаваться ссылками. Все ссылки у нас разделяются точкой с запятой. Важно, чтобы ссылка была именно на фотографию, не на Google Диск, а именно чтобы у нас ссылка оканчивалась на формат фотографии. Тут .png, .jpeg. И это все разделялось. Смотрите, фотографии у нас загружаются вот здесь вот так. У нас в товарах, это я загрузил один шаблонный товар. У нас вот здесь вот есть 10 фотографий. Первая ссылка, которая у вас будет загружена, она будет главной фотографией карточки товара. Как, например, мы загружаем эти фотографии? У нас в шаблоне встроена ссылка на сервис PostImage, так? Вы можете сюда загрузить все фотографии. Мы загружаем сюда фотографии. Видите, здесь у нас должна стоять прямая ссылка. И здесь у нас есть прямая ссылка, которая указывает на наши фотографии. Мы копируем эти ссылки и разделяем между собой точкой запятой. И добавляем их в нашу таблицу. Дальше у меня идет ссылка на YouTube. Это у меня идет количество моего товара. Если я не укажу количество, то у меня будет бесконечное количество моего товара. Если я указываю количество товара, то у меня будет определенное количество товара моего, так? Вкладка Product Tag. Переходим в настройки, читаем, что это обозначает. Это метки, которые позволяют эффективно сегментировать аудиторию и настраивать рассылки. Присваивая товару метку, вы автоматически добавляете ее клиенту, совершившему покупку. Это облегчает поиск необходимой аудитории в базе и позволяет предлагать им релевантные услуги. Каждая метка разделяется точкой запятой. Например, у вас куда покупать премиальные товары, и вы хотите сделать по этому сегменту рассылку. Поэтому здесь я, например, пишу премиум сегмент. И у меня здесь одна метка. Если я захочу здесь указать две метки, я ставлю точку запятую и пишу вторую метку. Например, iPhone, точка запятая. Product Keywords — это ключевые слова. Ключевые слова, по которым будет искаться наш продукт. Каждое новое слово разделяется пробелом. Если товар с вариациями, то добавляйте ключевые слова только к первой вариации. Теперь переходим к главному. Смотрите, у нас есть вариация. У нас есть главная вариация, есть второстепенная вариация. Когда мы переходим в вариации, у нас есть такой раздел, как цвет. Внутри нашего магазина у нас цвет может показываться вот такими цветовыми значениями. Если вы хотите, чтобы пользователь нажимал на цветовые значения, то нужно использовать определенное правило. Оно вот здесь прописано у нас. Если вы хотите задать для товара цвет, и чтобы в магазине отображались цветовые метки, вам нужно указать точное значение этих вариаций. И вам нужно указать именно название Hex Color. Тогда значение этих цветовых параметров вы будете указывать просто в колонке Hex Color Value. Смотрите, как это работает. Например, я везде в главную вариацию пишу Hex Color. А слово «цвет» оно будет переведено на разные языки в зависимости от того, какой интерфейс у вас стоит в магазине. Просто в зависимости от языка. Он сам адаптируется. Я везде здесь вбиваю Hex Color. Дальше я пишу название параметров. Белый, белый, черный, черный. Разные цветовые значения. Где мне взять вот эти вот кодовые значения? Так? Смотрите. Вот здесь вот у нас есть табличка. Это самые распространенные цвета, которые используются. Это кодовые значения. Вы его просто копируете. Ну, например, для черного у нас значение вот такое. И я вставляю сюда нолики. Для белого у меня значение такое. И тогда система поймет,
какой вот здесь вот цвет вам выбрать, какой цвет вам здесь создать. И если вы не хотите заморачиваться с этим, то вы можете просто создать себе переменную, вот такую, как следующее написано, цвет желтый. Она будет называться цвет и цвет синий. Когда у вас не будет цветовых меток, у вас будет просто название желтый, синий. И у вас люди будут нажимать не по цветовым меткам, чтобы выбрать определенный цветок, а по тексту. Желтый, синий. Так, перейдем далее. У нас есть вариация, например, размер. Я ее называю размер и называю к ней параметр. Размер 40. Все, один продукт у нас создан. Теперь маленький нюанс. Смотрите. Так как у нас при создании вариаций мы можем добавлять тоже фотографии, потому что я, например, хочу на черный цвет, чтобы при клике на черный цвет у меня показалась черная майка. Мы здесь можем загрузить до 5 фотографий. Первые 5 ссылок отсюда, они будут относиться уже к фотографиям для вариации. Цена будет тоже относиться к ценовому значению этой вариации. Вот мы, например, это создали. Дальше. Для того, чтобы создать вторую вариацию, мы пишем тоже категория ID, мы ее сопоставляем с группой ID. Product ID мы уже можем не вносить, он уже у нас может быть пустой. Артикуль тоже можем оставлять пустым. Описание у нас все равно, так как мы создали уже первую строчку, то вторую строчку у нас будет одинаковой. Тут ничего не надо добавить. Если вы продублируете это название, то окей. Если вы видите что-то другое, система его не считает, потому что она будет считывать данные только с первой ячейки. Из первой ячейки из вашей группы. Тут мы ничего не вводим, это будет тоже физический товар, потому что он уже знает, мы это задали в первой ячейке. Это все. Но у нас может быть разная цена. То есть у нас может быть, допустим, знаете, как люди продают, например, черный iPhone по цене $1000, а золотой iPhone, он сейчас ценится больше на рынке, и золотой iPhone будет стоить там $1050. Именно для таких случаев у нас придуманы разные цены. Например, здесь вы можете написать 200, здесь вы можете написать по скидке 100 в таком плане. Дальше что? Здесь у нас тоже добавляются фотографии. Но так как это вы уже создаете вариацию, вы понимаете, что для вариации нужно загрузить только 5 фотографий. Так что если вы зададите здесь 10, у вас все равно сохранится только 5, потому что это вариация. Тут вы указываете количество товара для вариации. Эти уже все значения нет смысла задавать, потому что вы уже создали один продукт. Также вводите переменную hex color, белый, цвет, и уже указываете другой размер. Вот так вы заполняете товары. Сейчас вот я создал второй товар. Я ему создал категорию, засовываю в другую категорию. Так. Я ему задаю другой продукт ID-шник. Это у меня носки. Здесь я делаю описание его. Делаю физический товар. То же самое. Вообще ID-шник могу, например, здесь не ставить. Дальше что у меня есть? Я теперь пишу здесь, что это будет в наборах измеряться, потому что у меня набор из 7 пар эластичных трикотажных носков. Количество его. Цена здесь уже будет скидка указана в процентах. Я специально сделал. Фотография указана. Его количество. Ключевые слова. Видите, я указываю только для первой строки. Потому что вторая строка, это будет все дублироваться. Это, бессмысленно указывать. Это система не считается. И потом я указываю просто цвет. Желтый, цвет синий. Я покажу потом в интерфейсе, как это отличается. В чем идут различия, когда мы загрузим товары. Итак, смотрите, у меня вот здесь вот есть мой продукт ID. У меня здесь есть параметр рекомендуемых товаров. Переходим, смотрим, что это такое. Рекомендуемые товары. В этом блоке вы можете настроить рекомендации для вашего покупателя. В карточке конкретного товара магазина предложит пользователь дополнительные товары, которые вы добавите в этот блок. Добавьте значение Product ID рекомендуемых товаров через точку с запятой. То есть я беру вот этот Product ID, который я указал здесь, я его вставляю вот сюда. Через точку с запятой я могу указать ссылку на другой товар. Тогда этот товар будет в рекомендациях у этого товара находиться. Я еще не объяснил про столбец, самый последний. Это отображение товара в магазине. У нас может быть товар опубликованный, а может быть товар скрытый. Как это выглядит у нас в магазине? Вот видите, у нас есть видимые товары, есть скрытые товары. Если я уберу, этот товар в магазине у нас уже не будет показываться. Если я оставлю, этот товар у нас в магазине будет показываться. Смотрите. Если я ставлю здесь плюсик, этот товар у меня показывается в магазине. Если я ставлю здесь минусик, этот товар у меня не показывается в магазине. Давайте перейдем к тому, как создать одиночный товар и цифровой товар. У меня есть категория, которая называется «Подарки». Категория «Подарки» вот сюда. У меня тут группы ID нет, потому что это одиночный товар. Product ID я тоже ввел рандомный. И я его добавляю сюда в рекомендованные товары. Смотрите, тут я тоже ставлю сразу плюсик. Я хочу, чтобы он был опубликованный. Так. И начинаю заполнять. Цифровой подарочный сертификат на сумму $100. Это описание. Теперь я выбираю. Цифровой товар у меня какой будет?
он у меня будет индивидуальный, либо он будет один для всех. Если он у меня индивидуальный, я пишу вот эту переменную. Если он у меня один для всех, я пишу вот эту переменную. Так? Этот товар у меня индивидуальный. Значит, я пишу вот эту переменную. Я ее заполняю и вношу сюда. Во вкладке Digital Sales я должен отдать промокоды людям, которые будут у каждого индивидуальные, которые я буду разделять точкой запятой. Вот здесь у меня промокоды, которые, видите, они разделены все точкой запятой. Они будут даваться человеку. На данном этапе здесь у меня введено 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 промокодов. Поэтому здесь, например, я могу написать, что у меня количество штук, их 10. Это я чуть перепрыгнул. Стоимость у меня будет $100 указана, без скидки, без никакой. Здесь я указываю ссылку на фотографии. У меня есть 2 ссылки, которые разделены точкой запятой. Обратите внимание, что видите, у него окончание PNG в таком плане. Так, продукт теги я к ним не ставлю, и он у меня идет без вариаций. Все, файлик у меня готов. Я нажимаю его «Сохранить» и начинаем загрузку. Сейчас я вам показываю пример загрузки для товаров, которые у нас загружаются в пустой магазин. Поэтому сейчас я это удаляю, чтобы у нас был пустой магазин. Видите, у меня пустой магазин. Категорию я тоже удаляю. Мы переходим еще раз в импорт, Excel. Нажимаем «Загрузить». И я загружаю файлик. Начать импорт. Итак, смотрите. Здесь у меня показывается статус. Насколько у нас были правильно заполнены все ячейки. Это номер строки в Excel. Это у меня показывается название. То есть, если написано «категория», вы понимаете, что номер строки категории был загружен. Если здесь будет какая-то ошибка, то у вас выйдет текст с описанием ошибки. И вы поймете, на какой строке в Excel у вас совершена ошибка. Видите, товары я загрузил. Окей, если я сейчас перейду в категории, то у меня будет создано 2 категории. Главное — это подарки и мужская одежда. Если я нажму сюда, здесь у меня созданы еще категории. Во вкладке «Обувь» у меня еще есть подкатегории. И оно все создалось вот таким вот образом. Если я перехожу в товары, мы видим, что у меня все товары загружены с фотографиями сразу, так? У меня есть видимые товары, как я указывал, а есть скрытые товары. Давайте еще раз посмотрим на файлик. Здесь я поставил минусик, а здесь у меня плюсики. Обратите внимание, что вот здесь у меня для вариации установлены разные цены, потому что я эти значения устанавливал разные в Excel файлике. Мы можем нажать «Редактировать товар», и мы видим, как у нас все данные загрузились. Если вы загружаете просто, вы можете изменить, вот здесь «Отредактировать», что-то выделить, допустим, сделать курсив и отредактировать еще текст, как вы хотите. Обратите внимание, видите, у меня вот здесь стоит скидка 10%, оно вот так вот все загрузилось. Как нам загружать товары, когда у нас уже есть созданные категории и созданные другие товары? У нас здесь есть специальный раздел. Просто добавление товара, как добавить товары в полностью пустой магазин, все описано, и как правильно добавлять товары, если у вас уже есть товары в системе. Так как мы вводили рандомные айдишники, и у нас система эти айдишники заменила на свои, то теперь нам нужно перейти в импорт, Excel, нажать экспорт и экспортировать все загруженные наши товары. Мы открываем этот файлик. Видите, теперь у нас есть уже ID нашей системы. Теперь у нас есть ID товаров, ID групп, у нас все поменялось. ID продуктов, у нас все это заменено. Артикули у нас тоже. Все это полностью заменилось. Ссылки на фотографии у нас тоже стали ссылками на нашу систему. Все видео тоже уже загружены в нашу систему. Итак, если мы хотим добавить в нашу систему какие-то новые товары, вот эти товары, которые у вас уже есть, они не добавятся. У вас будет ошибка при добавлении. Поэтому все эти товары мы берем просто и удаляем. Категории мы можем оставить, потому что на категории вам нужно ссылаться. Если вы хотите добавить какую-то рандомную новую категорию, то вы заново придумаете ей айдишник. И его мы назовем шорты. Мы хотим, чтобы он относился к мужской одежде. Копируем и заносим его сюда. И если мы хотим создать какую-то новую категорию, которой еще нету, и поместить, допустим, у нас есть категория такая. Потом мы хотим добавить верхняя одежда. Мы ее заново помещаем в мужскую категорию. А потом эту же верхнюю одежду мы хотим создать куртки. То мы берем куртки, помещаем в верхнюю одежду, а здесь создаем 009. Затем здесь мы пишем 1009
и заполняем, как заполняли ранее товары. И тогда он у нас добавится. Потом у нас все вот эти вот айдишники, которые мы задали, они у нас сменятся на системные. И при следующем же добавлении новых товаров вам нужно будет заново экспортировать все товары, отредактировать здесь категории, которые здесь есть, ну, то есть добавить их, и у вас все будет работать. Обратите внимание, что редактировать название, удалять эти категории в этом разделе, если вы хотите добавить товары, это делать нельзя. Это все делается в разделе редактирования. Что происходит далее? Если мы хотим отредактировать товары, нажимаем «Скачать», то есть мы скачиваем. Если в разделе «Редактирование» вы начнете айтишники мы никогда не меняем. Если вы здесь отредактируете название, например, напишите «туфли для танцев», так, то название у вас отредактируется. Если вы удалите, то у вас удалится категория. Но сначала вам нужно, чтобы все товары из этой категории тоже были удалены. Тогда у вас удалится категория, иначе у вас будет ошибка. Я могу отредактировать здесь все мои товары полностью. Если какую-то строку удалю, то у меня удалится и товар. Если отредактирую описание, то у меня отредактируется и описание полностью. Вот, например, можем посмотреть, что есть в кожаной кроссовке. У меня здесь был черный, я напишу здесь фиолетовый. И изменим, давайте цвет. Есть какой-нибудь фиолетовый здесь. Ну, давайте лучше сделаем вот так, шампань. Доставим. Здесь напишем шампань. Берем вот этот файлик и сохраняем. Теперь нам нужно его загрузить. Переходим в раздел редактирования. Нажимаем «Загрузить», «Начать редактирование товаров». Все товары загружены и отредактированы. Всем спасибо за просмотр и удачных вам продаж.